Всем привет, это Тостер. У нас, как водится, много интересного домашней техники. Мы снимаем на выставке Aquaterm 2023 в Москве в Crocus Expo. Зашли на выставку, чтобы посмотреть, какие новые технологии. Здесь, понятно, климатическая техника в основном, да, в ее разных проявлениях, разные сегменты, там, кондиционеры, водонагреватели, и так далее, и так далее. Посмотрим, что еще мы найдем здесь интересного. И вот первое, на что, падает взгляд, когда заходишь на выставку, да, это Aurus. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, вот этот автомобиль. Это Aurus Комендант, вот так он называется. И мы сейчас даже посмотрим, что там у него внутри. Так, Aurus это премиальная бытовая техника. Понятно, что она не может быть другой, просто ввиду позиционирования бренда. И мы начнем с кондиционеров. Вот главное, что привлекает внимание, это вот этот кондиционер. Здесь просто сделали вот такую специальную распределительную решетку, которая, в общем, распределяет поток воздуха, чтобы он не дул на вас вот таким сквозняком, да, а распределялся так равномерно по помещению. Это не новая технология совершенно. Просто здесь сделали ее красивой и она привлекает внимание. Но она и полезная, конечно. А так, что касается наполнения технологического, то здесь, конечно, все, в общем, достаточно традиционно, потому что кондиционер из кондиционера здесь так глобально нового пока придумать невозможно. Здесь, конечно, есть Wi-Fi, удаленное управление. Здесь есть приток воздуха, кстати, да, то есть это еще могут быть кондиционеры, но в зависимости от модели, конечно, с приточкой. Это такая модная тема последнего времени, когда у вас с улицы еще забирается свежий воздух, и он, конечно, очищается еще, да, и тоже из кондиционера, что называется, поступает в помещение. Вот точно так же, кстати, работает и вот этот кондиционер. Это колонный кондиционер, и здесь тоже есть приток воздуха. Вот здесь даже я нашел, где стоит HEPA-фильтр, да, то есть, вот так это примерно выглядит. Бывает побольше фильтр немного. Воздух проходит с улицы через этот фильтр и дальше свежий подается в помещение. Плюс, конечно, здесь основные функции кондиционера – это там охлаждение воздуха, да, и так далее. И это такие еще немножко концепты, конечно, да, потому что бренд вот в этой категории климатической техники, он так только начинает свою жизнь, и поэтому здесь очень много концептов, которые в ближайшее время пойдут в производство. Естественно, здесь везде инверторное управление, инверторный компрессор, это, в общем, must-have для таких приборов премиального класса, уже даже для среднего, и для премиального в том числе. И еще очень привлекает внимание здесь водонагреватели. Их называют бочками, на сленге, но вообще-то не скажешь, что они похожи на бочки, да? Они такие очень красивые, хочется такие себе домой. Здесь, конечно, такое полностью электронное управление, дисплей, есть Wi-Fi, удаленное управление откуда угодно, как мы любим говорить, из любой точки мира, да, из Парижа водонагревателем дома управлять. Но почему нет? Через мобильное приложение. Все. Здесь еще из фишек, из технологий, это электронный анод. Анод, он вообще защищает стенки водонагревателя от появления, ржавчины, да, говоря простым языком. И обычно это магниевый анод, который требует замены через какое-то время работы. А здесь анод электронный, он работает по-другому, да, и он вообще не требует замены. То есть он на весь срок службы водонагревателя. Инверторные технологии здесь реализованы, тоже такая модная история, да, последнего времени. Смысл в том, что когда у вас водонагреватель нагревает воду до выбранной температуры нужной, он, в принципе, работает на максимальной мощности, чтобы быстрее достичь этой температуры. Но когда температура уже достигнута, вам не нужно для ее поддержания максимальную мощность. И она плавно потом снижается, она начинает снижаться даже до того, как он ее достигнет, плавно снижается. И дальше уже водонагреватель у вас работает на минимальной мощности. Это, кстати, еще
хорошо и для нагревательного элемента непосредственно, ну, продляет срок его службы. Конечно, здесь сухой тен, то есть здесь сам нагреватель, он не соприкасается с водой, что, ну, опять же, продляет срок его службы. Ну вот, теперь вы просто знаете, что Аурус — это не только автомобили, это еще и, например, климатическая техника. И я не удивлюсь, если когда-то пойдут ребята еще дальше, и будет вообще бытовая техника Аурус, там и холодильники и так далее и тому подобное. Очень модная тема последнего времени – это приточные очистители воздуха, да, и они есть разные, да, есть побольше, есть поменьше. Вот у Балю есть такая флагманская модель, она побольше, но у нее и производительность побольше, до 200 кубометров в час. Но такая главная звезда здесь, на выставке, это вот этот прибор, он маленький, компактный, но при этом это 120 кубометров в час. Ну, такая тоже нехилая производительность для подобного устройства. Ну и, в общем, здесь дизайн такой интересный очень, причем мне сказали, что будут разные цвета, и, ну, несколько вариантов дизайна под разные интерьеры тоже. Это очень важный момент. Ну и, конечно, для приточки важно что? Чтобы с улицы подавался чистый воздух. Здесь есть HEPA-фильтр, это H13, ну, высокоэффективная реальная очистка. И плюс этот фильтр, он защищен еще предварительным фильтром, причем такого высокого тоже класса, да, там не просто сеточка, а получше. Вот. И здесь есть, ну, конечно, куда без этого, это управление через Wi-Fi, через мобильное приложение, полный контроль со смартфона, это все реализовано. Есть DC-инвертор, ну, как правило, это служит более экономичной работе устройства, да, экономии электроэнергии. То есть вот эти все моменты, они реализованы в этом приточном очистителе. И очень прикольный, кстати, момент, это фоновые встроенные мелодии. То есть ребята подумали, что... Кстати, я забыл сказать, что инвертор — это не только экономия электроэнергии, это еще и тихая работа. Реально так. Это важно для подобных приборов, потому что, ну, они, как правило, постоянно работают. Так вот, прибор работает у вас там на средних оборотах, а вы можете еще включить фоновые мелодии. Ну, такое, знаете, там шум костра, не шум костра, ну, как там костер, говорит, называется? Там шум, может быть, моря, там вода течет и так далее. Хотя вода что-то раздражает. Ну, в общем, фоновые мелодии вы можете послушать прямо на этом устройстве. Например, приточку логично поставить вот с очисткой, логично поставить в спальне, и там, например, не помешает, или в детской. Вот целый такой большой стенд здесь в павильоне компании «Русклимат», которой принадлежат различные климатические бренды, да, вы видите. Большой стенд посвящен умному дому и технологиям, из которых состоит, собственно говоря, умный дом. И вы видите здесь, ну, много разных приборов, разной техники. Это и кондиционеры, там, сплит-системы, мобильные кондиционеры, это и водонагреватели, это и другие устройства, конвекторы, да, это даже теплый пол. Вот это все может работать в системе умного дома, и этим всем можно управлять через смартфон, через мобильное приложение HomeIn, да. Ну вот, то есть ребята пытаются показывают, что умный дом — это сейчас не только датчики там протечки, важная история, кстати, но не только это, не только датчик задымления, не только там свет автоматически включается, да, но еще и вот самые разные устройства. И, кстати, я увидел очень интересный кондиционер, сплит-систему. Мы сейчас подойдем к нему и расскажу о нем главное. Это Electrolux Crystal Air. Это тоже новинка, которая представлена здесь на выставке. И он так необычно выглядит, вы видите, да, здесь... Ну вот кондиционер, а раз здесь такая вот интересная история. Ну, ей просто подсветили момент с приточкой. Это кондиционер с притоком воздуха. Вот отсюда поступает свежий воздух, да, именно поэтому его так дизайнерски, скажем так, подсветили. Поскольку это приточка, здесь, конечно, есть HEPA-фильтр. Ну, не конечно, а он есть, да, потому что важно, чтобы приток, чистый воздух, он очищался. А вот это здесь предусмотрели. Ну и плюс, конечно, здесь, ну, все основные фишки такого реально современного кондиционера. Во-первых, дизайн. Он такой очень, ну, привлекает внимание, да, такой премиальный, это прямо чувствуется, видно, это круто.
Здесь, конечно, вот распределение воздуха, вот эти жалюзи, они и в вертикальной плоскости работают, и в горизонтальной плоскости работают, и можно, вариативно варьировать поток воздуха, то есть на вас не будет вот так просто дуть, там поток воздуха может быть более мягким, и так далее. Это все здесь тоже учтено. Ну и в принципе, вот этот кондиционер, он, конечно, сочетает в себе вот все современные технологии, которые, по-моему, сейчас доступны в кондиционерах. Это, конечно, и инверторное управление мощностью, которое позволяет очень существенно экономить электроэнергию. Здесь класс энергоэффективности А3+. И, это важно для кондиционера, потому что он работает круглосуточно, в некоторые периоды времени. И еще, кстати, вот возвращаясь к теме очистки воздуха, приточного воздуха, здесь и HEPA-фильтр, еще ультрафиолетовое обеззараживание воздуха, что, круто и важно тоже. И вот он выглядит очень круто, не знаю, говорил я уже про дизайн или нет, но мне просто нравится. Еще вот эта штучка, она прям будет явно всех привлекать. Так соседи приходят, вот, что это у вас такое там на кондиционере? А это у нас приточка. Удаленное управление смартфона, оно уже реально везде реализовано, в том числе в водонагревателях оно теперь тоже есть. Можно контролировать там температуру воды, какие-то, может быть, режимы работы, задавать расписание работы. Можно там, например, если вы едешь с работы или едешь на дачу куда-то, заранее там включить нагрев воды, чтобы приехать и у вас уже была теплая вода. В общем, такие вот удобства, которые на самом деле, пока их нет, ты как-то о них не думаешь, а когда они у тебя появляются, вау, круто, реально удобно, Это вот про удаленное управление. Так, не только, конечно, удаленным управлением жив современный водонагреватель, здесь еще много всего интересного. В частности, мы нашли здесь водонагреватель Electrolux, и здесь, опять же, наша любимая инверторная технология. Она прямо тоже везде, как удаленное управление. Какие плюсы инвертор дает при использовании водонагревателей? Опять же, это экономия электроэнергии, потому что у вас водонагреватель, когда нагревает воду до выбранной температуры, он работает на максимальной мощности, да и то она потихонечку снижается, когда подбирается уже к нужной температуре. И потом она снижается достаточно ощутимо до такого минимального уровня, потому что его хватает для поддержания этой температуры. То есть расход электроэнергии у вас уменьшается. Кроме того, из-за того, что у вас нет постоянного включения-выключения вот этого дискретного нагревательного элемента, тена, срок его службы тоже увеличивается. Что касается тена, то здесь, конечно, сухие тены. Да, это такая актуальная для России история с ее, в общем, очень разным качеством воды. Сухие тены, они не соприкасаются с водой, они там по-другому работают, они там заключены в специальный такой, как это называется, кейс, назовем его так, хранятся в нем, и с водой не соприкасаются. Поэтому, опять же, их срок службы, более длительный, они работают дольше. Еще одна интересная вещь, интересная технология – это электронный анод. Обычно в водонагревателях устанавливаются магниевые аноды, это такая классическая история. Магниевый анод, он требует замены по прошествии определенного времени. Да, это все, это все неприятно, там что-то менять, забыли и так далее. А для чего нужен вообще анод? Чтобы уберечь корпус от ржавчины внутри, потому что вода и все такое. Плюс там с накипью тоже история. Но главным образом это от ржавчины, И электронный анод, его не нужно вообще менять. Там принцип работы немножко другой, там использован именно электрический ток, и не требует он замены, то есть весь срок службы водонагревателя у вас он защищен от ржавчины, скажем так, всегда одинаково хорошо. Да. И еще, наверное, я про режим Smart Memory скажу. Это, опять же, такая фишка, связанная с максимально современными технологиями. Водонагреватель, он обучается вашим привычкам. Вот вы
например, включаете, нужна вам вода, там, не знаю, по вторникам в 12 дня, вот обычно вы включаете, зачем-то для каких-то нужд вам нужна, там, не знаю, искупать ребенка, может быть. И через несколько дней вот такого использования водонагреватель понимает, да, при активной функции Smart Memory, водонагреватель понимает, что вы вот все время включаете, вам нужна вода в один день примерно в одно и то же время. И у вас уже без ваших каких-то действий по там нагреву к этому времени будет готова эта вода там нужной температуры, да? Вот так работает эта функция. Так что, по-моему, удобно. Может быть, как не всегда, не всем пригодится, но точно удобно и иногда вполне может зайти. Вот такие они современные водонагреватели. Еще немного по красоте, что называется, да. Вот эти вот сплит-системы Balio, они здесь висят и привлекают внимание. Здесь такое ощущение, что 3 дизайна. Но на самом деле этих дизайнов может быть сколько угодно, потому что здесь вот такая история. То есть вы можете иметь дома сплит-систему, какого хотите своего дизайна. Вот то, что вам нужно, то вы и создаете из того ассортимента, который предложит производитель. Это очень простая тема, максимально простая, но она при этом очень правильная, потому что, раз там сделали ремонт и просто поменяли вот эту, как назвать ее, не знаю, пластину, это тканевую историю на другую, и все, и окей, и у вас все круто. И здесь, конечно, есть еще другие технологии, характерные для современных сплит-систем. Это инверторная сплит-система. Здесь добавили еще ионизацию, но это так способствует более свежему, очистке, там в некотором роде очистки воздуха, в некоторой степени, вернее, очистки воздуха. Плюс, кстати, очень важный момент, это такой эксклюзивный момент у Balio, это 5 лет гарантии, да. Это такой большой, хороший срок, который, мне кажется, может привлечь дополнительно покупателей. Но главная фишка — это, конечно, сменные цветные панели. Вот еще интересное устройство, их не часто встретишь в домах россиян, что называется, хотя у меня друг в Сочи живет, он у меня консультировался по их поводу. Почему консультировался? Потому что в Сочи влажный климат, а это осушители воздуха, такой противовес увлажнителям. Не так много у нас регионов в стране, где есть влажный климат, поэтому производители, они же умные, они придумали, что это устройство, оно еще и поможет для быстрой и бережной сушки одежды. Да, ребята, думаю, как они помогут. И даже говорят, что осушитель может заменить сушильную машину. Это, конечно, преувеличение, не сможет заменить, но как они говорят, если у вас нет сушильной машины, вы просто ставите осушитель, например, в ванной, да, или где-то в комнате, где сушите вещи, может быть, на раскладной этой сушилке, и включаете. И у вас вещи, потому что происходит процесс осушения воздуха, у вас вещи станут сухими, прямо очень быстро, там часа за 3. Окей, не знаю, кому-то, возможно, это пригодится, но я все-таки позиционировал бы эти приборы именно как приборы для осушения воздуха в регионах с влажным климатом, а еще, например, где-то в таких мокрых зонах, там, не знаю, где-то, может быть, там, если у вас дома есть там спа-зона, все по-разному живут, там, возможно, тоже это иногда пригодится, где-то с бассейнами и так далее. Вот еще интересная сплит-система, она вроде такой обычная выглядит, внутренний блок и внутренний блок. На самом деле здесь очень хорошее наполнение за ее цену. Мы разговаривали здесь, и ребята из Balio мне сказали, что она стоит 25-26 тысяч, если я не ошибаюсь. И за эти деньги вы получаете инверторный кондиционер, это экономия электроэнергии, да, это главным образом, плюс тихая работа максимально. Дальше, здесь вариативность по потоку воздуха, да, называется 3D-контроль. Имеется в виду, что он не дует прямо в вас, да, можно менять направление потока воздуха. Это удобно, и, как правило, этой функцией пользуешься. По крайней мере, я пользуюсь в кондиционере. Дальше, здесь еще реализована функция iFeel, это когда вы пульт от кондиционера оставляете где-то, например, там, не знаю, в детской, где спит ребенок у кровати, и кондиционер, он понимает, какая там температура в этом месте, где вы оставили пульт, и пытается
поддерживать именно нужную температуру, которую вы установили в этом месте. То есть он направляет поток воздуха туда до того момента, пока пульт не передаст ему, собственно, информацию о том, что нужная температура достигнута, а дальше он ее будет поддерживать. Ну, в каких-то иногда такая функция может пригодиться. Это, не скажу, что это главное для кондиционера, но точно совершенно может пригодиться. Ну и вот смысл в том, опять же, повторюсь, что за небольшие относительно деньги, 25-26 тысяч, вы получаете такую упакованную и, главное, инверторную систему, ну, потому что инверторные технологии, они за эти деньги, ну, скажем так, еще нужно поискать. Так что вот такой вариант есть. Это инфракрасный обогреватель, да, вот если вы погуглите инфракрасный обогреватель, у вас в картинках такие довольно такие архаичные устройства выдаст. А вот здесь, ну, ребята просто подумали, а что они такие все некрасивые? И сделали его красивым, инфракрасный обогреватель. Да, сделали вот эту вот такую модную решетку, а там внутри, в принципе, обычный инфракрасный обогреватель. Это микротермический нагревательный элемент. Ну, это история со слюдой, да, и с отражением теплом. Вообще, как работает инфракрасный нагреватель, я думаю, ну, наверное, вы знаете, но напомню. Нагреваются предметы, нагреваются там тела людей и животных, и дальше уже от этого, ну, еще происходит нагрев воздуха. Да, но здесь просто фишка в том, что вот этот вот инфракрасный обогреватель, его догадались поместить в красивый корпус, да, и теперь, ну, просто сфера применения этих инфракрасных нагревателей, она расширилась там не только, знаете ли, в бане, не только там где-то на открытой площадке, вот на террасе дома, но, в принципе, где угодно. Здесь есть пульт управления, очень нужная история, ну, различные функции, плюс здесь вы задаете температуру. Это электронное управление. В принципе, далеко не у каждого инфракрасного обогревателя есть электронное управление, ну, которое расширяет возможности вот по управлению по дополнительным опциям. В общем, вот так. Красота и такая довольно широкая функциональность, особенности этого инфракрасного обогревателя. Вот когда ты гуляешь по выставке, ты всегда обращаешь внимание, сразу взгляд останавливается на знакомых брендах. У нас много довольно видео про технику Haier, про бытовую, но на самом деле про кондиционеры не так уж и много. И вот немного восполняем пробел. Мы здесь нашли такую топовую модель, это Jade, ну, модельный ряд, здесь несколько вариантов по дизайну. И это, конечно, такой полный фарш. Полный фарш в том смысле, что это, конечно, инверторное управление мощностью. Здесь, конечно, есть удаленное управление через мобильное приложение, встроенный Wi-Fi, есть здесь, ну, регулировка, понятно, воздушного потока разнообразная, там, чтобы не дуло прямо на вас, можно вверх, вниз, там, эти все регулировки, которые, ну, присущи современным кондиционерам, да, они, конечно, здесь присутствуют, да, есть. Что еще можно отметить? Здесь еще, вот, помимо этого полного фарша, здесь еще такой совсем уж полный фарш, это фильтр для очистки воздуха. Здесь такой высокоэффективный пористый фильтр. Вот я открыл, вы его ищете глазами, а его здесь нет. Его здесь нет, потому что, ну, просто выставка, понимаете, да, его просто убрали, чтобы он никуда не исчез. А так он вот здесь устанавливается, и, собственно, у вас кондиционер еще и работает как очиститель воздуха, что вообще-то очень неплохо и важно. Ну, вот это очень круто, и, конечно, очень крутой дизайн. Но давайте еще посмотрим вот эти кондиционеры. Да, они мне тоже очень нравятся. Мне, наверное, даже они больше нравятся по дизайну. Как-то он более лаконичный такой, более минималистичный. Хотя по цветам тоже разнообразие. Вот черная, очень хорошая модель. Flexis называется эта линейка у Haier. И здесь, в принципе, все, опять же, последние навороты, включая инвертор, Wi-Fi, датчик движения. Да, это когда у вас кондиционер, ну, реагирует на то, что в комнате кто-то есть, да, тогда мощность, интенсивность работы повышается. Когда он понимает, что никого нет, он снижает интенсивность работы или даже может вообще там на какое-то время выключиться, а потом сам опять включится. Да, но вот единственное, что здесь нет фильтров для очистки воздуха, а так все остальное есть. И, конечно, разные модели по мощности тоже есть, ну, для помещений разной площади. Ну вот выставка — это еще такие картинки, которые ты идешь и вдруг замечаешь. И вот мы на стенде Refar, да, это, как я понимаю, вот разные радиаторы, да. И вот мне просто понравилось, что вот есть такие дизайнерские решения для разных
интерьеров, вы можете заказать, видимо, и, в общем, жить с радиатором, который нужен именно вам. И вот еще простейшая вещь, но на самом деле немногие знают о ее существовании. Это вот такие специальные истории, специальные полочки, я не знаю, полотенцесушители. Мы же обычно кладем что-то на батарею, да, там, те же носки, я не знаю. А вот здесь можно вот сделать, повесить вот такую полочку и здесь развесить все, что угодно. Или вот такие еще есть тоже, да, там, для полотенец и так далее. Ну вот просто и гениально. Ну, продолжая тему радиаторов, мы тут нашли еще бренд Тубок. Это Оренбургская область, это российское полностью производство, российские заводы. И вот тут такое определение гигиенический радиатор. Мы спросили, что это, оказалось все очень просто. Вот такие вот подобные радиаторы, они, в общем-то, рекомендованы, например, для использования в детских садах, там, видимо, в больницах, я не знаю. Потому что очень просто все. Потому что, вот, чтобы их дезинфицировать, тут убрать грязь и так далее, здесь помещается рука, да, то есть здесь ты просто, ну вот, тебе это удобно делать, удобно протереть, да, и ты там не забьешь на это, а вот просто возьмешь и так просто протрешь. Ну вот гениальное, опять же, простое решение. Ну вообще здесь много очень интересных таких моделей. Это вот такого типа радиаторы, да, то есть тоже это для совершенно разных помещений, и для жилых, может быть, для еще каких-то общественных пространств. И вот опять же много интересного дизайна, цветов. У меня дома проблема, у меня радиаторы, они какие-то некрасивые, так получилось. И мне нужно на них их закрывать какими-то экранами, мне все время лень этим заняться. А вот если бы были какие-то такие, то не было бы такой проблемы. Вот такие прекрасные вещи делают у нас в России, в Оренбургской области. А еще выставка — это всегда такой немного угар, в том числе какие-то такие инсталляции удивительные. Когда идешь такой и такой видишь, вау. И вот мы увидели, вау, вот такая вот стилизация такого старинного, можно сказать, пожарного автомобиля. Зачем она здесь? Дело в том, что вот эти элементы ее различные, они сделаны из частей, там, деталей дымоходов, потому что это вот компания Теплов и Сухов, они занимаются производством дымоходов, видимо, каких-то комплектующих для них, да. Это можно будет все посмотреть, мы оставим ссылки. И вот ребята просто построили такую совершенно крутую вещь. А по секрету вам скажу, что вот там сзади они наливают всем желающим пиво и квас. Но нам надо работать, поэтому просто некогда. И вот в продолжение темы радиаторов и красивых радиаторов на стенде Royal Thermo мы нашли модели, которые имеют вообще-то приз Red Dot. Red Dot — это очень крутая награда дизайнерская, да. Я был там в музее в Эссене, где это все вручается и выставлены, значит, все, лауреаты, да, те, кто обладает этой премией. И вот теперь российские радиаторы Royal Thermo тоже есть в этом музее в Эссене, в Германии. Они же тоже красивые, да, смотрите какие. Ну, то есть вот прямо это круто, когда у тебя дома вот что-то такое. Это прям такой дизайнерский продукт, мне он очень нравится, да. Есть разные цвета, базовые, понятно, это вот белый, там серебристый, черный. И здесь еще, в чем фишка, здесь есть умное удаленное управление. То есть тут написано даже, что это такая интеллектуальная система. То есть вы со смартфона можете полностью управлять радиаторами отопления, да, то есть там температуру выставлять, как-то интенсивность работы и так далее и тому подобное. И, вот это круто, да. И здесь разные дополнительные функции. Например, вы можете задать расписание, по которому будет работать ваш радиатор. Да, для этого нужно установить интеллектуальную систему, да, вот сюда. Здесь даже обозначается, собственно, температура, да, которая установлена, которая поддерживается. И вот со смартфона через мобильное приложение это все можно контролировать. Ребят, вроде простой радиатор, а им теперь можно управлять со смартфона. Мы вроде бы говорили уже сегодня о водонагревателях, но Thermix такой бренд известный в России, поэтому мы проходили мимо и думаем, давайте расскажем про какой-то топовый такой интересный продукт. И вот нам ребята сказали, покажите вот это. Это тоже водонагреватель. Смотрите, здесь еще такая вот интересная история. Да, не то чтобы ей кого-то удивишь, но все-таки она очень удобная, да. Это возможность вот по-разному смонтировать, да, либо горизонтально, либо вертикально. Конечно, дома вы так вот не будете вертеть, вы просто смонтируете, как смонтируете, и все, да. Но это можно сделать. Дисплей при этом оказывается все равно в зоне доступа, вот сама система управления. И он
такой с автоповоротом, то есть когда так как вы разместите его, так он и будет правильно работать. Дальше. Здесь, конечно, много разных таких функций, полезных для пользователя. Ну, например, есть, конечно, такие зашитые температуры воды, которые вы используете, такие программы, да. Пользователь может выбирать температуру воды, которая именно ему нужна. Ну вот не нужно вам, не знаю, 45 градусов или 65, а вот вы хотите, вам комфортно, там, не знаю, 63 градуса. Вот вы взяли и установили. Ну, конечно, не всем это нужно, но возможность такая есть, ну, почему нет, да? Кому-то, может быть, пригодится. Здесь внутри нержавеющая сталь, есть самодиагностика, если какие-то проблемы возникают, то можно ее активировать, и, в общем, водонагреватель может вам сообщить о том, что у него какие-то проблемы. Ну, в общем, это такой, да, современный водонагреватель, каким он должен быть. Здесь, кстати, еще такое покрытие очень приятное. Ну, ребята его называли антивандальным, говорят, что не царапается, ну, нечем мне попробовать поцарапать, но выглядит приятно, и такой дизайн тоже, ну, который, в общем, достаточно радует глаз и вполне себе норм. Ну и, кстати, он для такого довольно продвинутого водонагревателя не очень-то дорого стоит. В эта модель на 50 литров она обойдется примерно в 16 тысяч, ну, такая цена сейчас на сайте производителя. Ну, в общем, напишите в комментариях, насколько это дорого или недорого. Ну, мы, конечно, показали далеко не все интересное, что есть на выставке Aquaterm. Ну, как не все интересное? Мы, пожалуй, показали все интересное для домашнего использования. Вот именно бытовая техника, бытовые там климатические приборы, там водонагреватели, радиаторы и так далее. Но, конечно, выставка гораздо масштабнее, объемнее, потому что здесь очень много, ну, таких промышленных технологий, которые, ну, не совсем для нашего канала, хотя, конечно, тоже очень интересные. А вообще, любая выставка – это возможность самому посмотреть, пощупать, вот, ощутить какие-то новые технологии, новые веяния в дизайне и так далее. И очень часто вы на выставке можете найти какую-то вещь, которая прям реально вам зайдет, подходит, а вот так вот в жизни вам просто будет некогда такие вещи искать, и там вы их там, ну, не купите, да, а здесь раз увидели, и потом там зашли на сайт где-то и купили. Так что в этом смысле выставки тоже очень полезны. Выставка Aquaterm 2023. Канал Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и до новых обзоров и тестов.